Витю вроде не должны уволить, потому что там вроде к сотне тысяч идет подписчиков в Альфард группе. Но на всякий случай они подстраховались и вот такие вот призы сделали. Получи приз за репост в Альфард Раша. Они разыгрывают Мачете М2000, М15 Спорт сабвуфер и ММ60 за третье место. Они рандомом будут выбирать победителя из тех, кто сделал репост и подписался на их группу. Подпишитесь, чтобы выиграть приз. Ну, а если бы приз не нужен, хотя бы для того, чтобы Витю, правда, не уволили. Им надо 100 тысяч подписчиков в группе, и тогда Витю не уволят. Витька жалко, опять видит свой Ставрополь, или откуда вообще? Он со Ставрополя. Да, опять видит свой Ставрополь. И на инстаграм Тиграна подпишитесь, а то он уедет в Ереван. Я не в Ереване. Я бог видеосъемки. Да, мы сейчас будем этим фонарем светить в багажник. Не знали, куда его убрать, чтобы вот я в кадре был без фонаря. В итоге решил просто с фонарем. Короче, багажник. Багажник у нас сохранил абсолютно полностью заводской вид. Показывай, а я вот так лампу поверну теперь. Оп. Академик смотрит и плачет, наверное, сейчас со своей съемочной группой. Я и на эту камеру могу поснимать. Да ты там... Это мой оператор. Ахпербрат. Рудик, давай снимай. Рудик это оператор, по-моему. Жорик. Жорик, давай ты скажи. Всем пока, живите громко. А медленно скажи. Всем. А по-армянски скажи. Да я не знаю. Всем привет, это канал Loud Sound. У нас сегодня необычный обзор. Необычный он тем, что у нас стоит эстрадка в штатных местах. А хозяин автомобиля на нее уже убил, я не знаю, сколько лет. 3 года собирается эта аудиосистема. Изначально она была направлена на качество звучания. Ну, как и многим глухим меломанам, очень мало казалось громкости. И он, чтобы поднять уровень громкости, поставил эстрадные компоненты, но в штатные места. То есть у нас на самом деле, по-моему, первая такая бэха, я таких еще не видел. Потому что когда мы ставим эстрадку, обычно это нужно пилить двери, делать подиумы, как вот, например, вот в случае с Сэшкой, с этой АМГ, которая у нас была уже в обзоре и будет. У нас она скоро будет переделана, про нее тоже будет обзор, я видел, что вы просите. Так вот, в этом X3 стоят компоненты очень породистые, очень громкие, и, как я уже сказал, все стоит в штатных местах. Очень крутые стоят усилки, и играет все просто шикарно. Вот только что настроили, очень мне понравился процессор. Ну, давайте обо всем по порядку. С чего мы начнем? Под капота? Под капота. Тут нечего, да, снимать? Это как эти, знаешь, автообзорщики, они так станут возле капота и давай там рассказывать. Короче, 2-литровый дизель. У нас салон остался полностью заводской вид, как и в случае с тройкой, которая у нас была в прошлом обзоре. Под сиденьем расположились 8 FE200, вы не ослышались. Это те же самые, что у меня в бэхе стояли 20-сантиметровые мидбасы на ферритовом магните. Итальянский Fatal Pro настоящий. И его удалось через небольшую проставку разместить в штатном месте под сиденьем. Я напомню, там стоит такой игрушечный с завода 16-сантиметровый динамик. И это печально на самом деле. В BMW вообще печальная музыка. Не устаю я это повторять. И судя по отзывам владельцев, я говорю правду. В двери расположились среднечастотники и твитеры. Твитеры очень интересное решение и популярное уже. Единственный в мире твитер, который может в маленьком размере играть громко. Это было достигнуто за счет того, что у нас есть P-Audio 407N, рупорный твитер, и его ремнабор, так называемый, это и есть сам твитер, то есть магнит с мембраной, который из рупора можно достать. За счет этого это самый громкий, по сути, в таком размере твитер, который можно расположить в штатные места. Среднечастотник у нас также стоит Fatal Pro 3F25, тоже на ферритовом магните, как и Midbass, 8-сантиметровый среднечастотник, который в принципе очень неплохой диапазон имеет. Мы его в этой системе порезали чуть-чуть выше, чем 200 Гц, там на 230, по-моему. И достаточно широкий диапазон он озвучивает, и при этом громкость внушительная. Из-за установки в штатное место автомобиля сетки менять не пришлось. Здесь стоят родные BMW-шные сетки. Внешний вид салона, как я уже сказал, совершенно никак не поменялся. При этом мы имеем громкость, которую в принципе в даже кастомных инсталляциях в штатные места, когда просто заменяют динамики на комплекты типа Gladden One или Rainbow, там Ground Zero, MTX, такой громкости достигнуть невозможно. Обычно сложность в чем? Обычно сложность именно в среднечастотнике. Найти такого размера его очень сложно, именно породистую эстрадку. Ну вот Fatal Pro, у нас был обзор недавно про их модели. Они огромнейший ассортимент предлагают любых размеров, там и 3-дюймовые, и 4-дюймовые, и 5-дюймовые динамики. В BMW отличное решение
для громкого звука, вот они сюда подошли. Если не надо супер громко, в принципе, эти динамики меня тоже очень сильно порадовали. Они даже с малой подаваемой мощности очень хорошо отдают, то есть здесь чувствительность у них внушительная. В задних дверях еще 3 года назад были установлены динамики кастомные, но специально сделанные для BMW. Это Eaton, которые plug and play, просто ставятся в штатные места, в штатные разъемы. Они же здесь и остались до сих пор. Играют на подзвучку для задних пассажиров. Спереди их практически не слышно. Может, какое-то минимальное ощущение объема они придают, но ни сцену назад не оттягивают, ни тоналки не мешают. Прослушка у нас сегодня обязательно будет в автомобиле. Очень много просят, вот тройку мы показали, говорят, не включил. Как-то иногда не хочется вот через видео пытаться передать звук, это тяжело, хотя я постоянно старался это сделать. Вот сегодня мы на разные микрофоны позаписываем, я все-таки попробую до вас донести, как эта бэха играет. Играет она шикарно. Да ниду видно его будет. Я в итоге решил просто с фонарем. Короче, багажник у нас сохранил абсолютно полностью заводской вид. Ничего не выдает здесь кастомную и при этом громкую качественную аудиосистему. Ну, если мы поднимем фальшпол, мы здесь видим Pioneer A900 серии PRS. Это очень крутой 4-канальник. Он усиливает сигнал на среднечастотники, причем и передний, и задний. Ну, на задний сигнал чуть убран, чтобы они не мешали. Вот этот монстр Eaton 800.4. Его хватает на то, чтобы раскачать мидбасы и сабвуфер. И вот здесь у нас расположился 4-канальник АБ-класса, очень небольшой, от MD Lab, усиливает сигнал на твиттеры передние и задние. И вот здесь у нас очень интересная штука расположилась, это Helix DSP8, с которым пришлось помучиться немножко, потому что он не запоминал настройки. Позвонили Диме Бекреневу, он нам все рассказал. Я, к сожалению, раньше не сталкивался с такими процессорами. Головное устройство, если вы уже заметили, здесь стоит, или мультимедийная система, да, здесь стоит CIC, ЦИЦ ее еще называют. Очень сильно морально устаревшая башка и очень херовый звук она дает. Но здесь удалось реализовать очень даже неплохое звучание за счет оптического сигнала. Здесь по оптике со штатной системы сигнал передается в такое устройство, которое называется триома. Они бывают двух видов. Они могут переобразовывать этот сигнал в аналоговый и по RCA-шкам передавать на усилитель или процессор. Либо, как в случае здесь, стоит с оптическим же выходом. То есть здесь у нас от штатной системы взят первоначальный сигнал, первозданный, можно так сказать, и по оптике передается в процессор DSP8, то есть сигнал туда приходит цифровой, единицы нули, не предусилены ничем, и потом уже процессор начинает его преобразовывать в ток, в аналог и давать его на усилитель. Хорошая вещь, оптический сигнал, и спасает даже вот в таких случаях, когда головное устройство у нас стоит, мягко говоря, тысячекратно, извиняюсь. Дополняет аудиосистему здесь отличный просто салон, он белый и с деревом. Вот, очень шикарное сочетание темного дерева и белой кожи. Давайте, собственно, посмотрим сам салон, посмотрим головное устройство и настройки процессора. Салон у нас очень приятный, белого цвета, с темным деревом. Кожа у нас натуральная и белая. Очень приятно, не очень, наверное, практично, однако вот автомобилю 4 года. Можете посмотреть, в каком состоянии сохранился салон. Очень даже неплохом. Мультимедийная навигационная система у нас стоит CIC, ЦИЦ в простонародье называемый. У нее есть функции подключения телефона по громкой связи, вывода смс-ок и e-mail на экран, навигационная система. Из внешних устройств мы можем подключать флешку, iPhone, iPod и также по Bluetooth можем слушать аудио. Самый большой косяк этой системы — это, конечно же, маленький экран. Апгрейдят эту аудиосистему на NBT. Она шире гораздо, вот примерно такая. Она у нас в прошлом обзоре была, в BMW 3 стояла. Она имеет возможность разделения на 2 экрана и кучу других функций. Здесь же у нас, в принципе, по функционалу все не так плохо, но экранчик действительно так себе. В этой версии у нас, кроме Bass Treble, есть еще и эквалайзер. Мы можем настраивать отдельно частоты
И также вот какой-то сараунд, не знаю, что он делает типа объемное звучание, видимо, может какие-то задержки, все это отключено. По процессору он у нас просто шикарный. Раньше не доводилось мне почему-то Helix настраивать, может потому что они дорогие, люди частенько экономят, берут Audison, MD Lab. Вот этот процессор, он, по-моему, больше 40 тысяч сейчас стоит. Возьму его в продажу обязательно, очень интересное устройство. Огромное количество настроек, есть Real-Time Analyzer, я вот с этой штукой бы поигрался. Огромное количество настроек входного сигнала, автоматический переключатель сигнала есть. То есть он может сам по появлению сигнала на AUX, например, переключаться на AUX при появлении сигнала там на оптике, на оптику и так далее. Покажу настройки этой аудиосистемы, а про сам процессор, возможно, снимем обзор позже. Тут тянет на часик где-то так вот про него рассказывать. У нас 4 канала задействовано, твиттеры, среднечастотники, мидбасы и сабвуфер. Твиттер у нас порезан на 7 кГц с крутизной 30 дБ на октаву и эквалайзером чуть-чуть совершенно его довел. Вот эти вот штуки я убираю для чистки совести больше. Тут они при правильном срезе практически их и не слышно, ну только так. Самые аудиофилы слышат эти частоты. Среднечастотники играют от 220 Гц до 8300. И также эквалайзером было выведено поровнее, там где они горбят убрано, там где не хватает добавлено. Мидбасы под сидениями играют от 65 Гц до 260. Только самый вот низ они воспроизводят. И им помогает сабвуфер, который порезан от 25, ниже 25 он не играет, ну в таких системах это практически и не слышно, и до 70 Гц. Вот она, собственно, вся аудиосистема, мы ее можем услышать, а вы можете увидеть, как это все играет. Вот здесь есть такая функция, можно на экран вывести сразу все полосы и посмотреть, как они друг друга где перекрывают. Вот может кто-то сказать, что вот здесь у нас провал есть. Это люди часто судят по визуализации, так судить не надо. Если у нас где-то есть провал, это не значит, что это будет звук и провал. Возможно, там было до настройки горб, и эти частоты звучали слишком сильно. Поэтому, если у вас где-то есть вот такие вот треугольники, и вы думаете, что там ничего не воспроизводится, это не так. Здесь, возможно, просто горбило, и вот при правильной настройке этих горбов нет. С другой стороны, там, где вот здесь вперед вырывается, здесь этого звука, возможно, не было слышно, но эквалайзером его можно дотянуть. Я напоминаю, что вот в идеале мы должны прийти к абсолютно ровным АЧХ, как бы на слух. Ну, не всем это нравится, кому-то нравится пищалка более выраженная, кому-то бас, ну, поэтому ровные АЧХ это, конечно, хорошо, это как бы правильное звучание максимально, но это не всегда нравится слушателю, и настраивается в идеале система под владельца автомобиля. Подытожим, у нас получилось такой симбиоз громкости и качества, и при этом все в штатных местах. Причем не только салон, но и багажник. Сохранили заводской вид, и автомобиль получился на славу. То есть это автомобиль на повышенном клиренсе, с приятным салоном, с хорошей комплектацией, и дополнили все это еще крутой музыкой. Не знаю даже, что добавить тут осталось. Осталось добавить, наверное, мультимедийную систему NBT, и все по сути. Ну и всякие BMW-шные вкусняшки. Как только владелец разберется с ипотекой, он купит доводчики, жидкокристаллическую приборку, проекцию, да? Купишь? Не, он просто купит другую машину. Или другую машину. А кому-то повезет, кстати, заберет с музыкой. Отличная аудиосистема получилась. Действительно громко звучит и при этом действительно качественно. Всем пока, живите громко. Я предлагаю сейчас сесть в салон, я покажу вам сам салон, покажу вам головное устройство и настройки на Helix, саундбуфер настраивали мы. Я предлагаю переместиться, сейчас мы сядем в салон, и давайте, собственно, посмотрим сам салон, посмотрим головное устройство и настройки процессора. Все, краткость Страктала, который с комфортным салоном, с хорошими опциями и при этом еще с очень неплохой музыкой. Эту всю хуйню лучше я в конце скажу, да?